История большого бразильского рудника Сера-Пелада началась в 1979 году. В деревне на притоке Амазонки местный фермер совершенно случайно нашел золотой самородок весом 6 граммов. После чего были приглашены геологи, чтобы узнать, можно ли найти в этих местах еще золото. Оказалось, что фермер, сам того не подозревая, владел одним из самых больших месторождений золота в Бразилии. Уже спустя 5 недель со всех уголков страны в Сера-Пелада прибыли 10 тысяч золотоискателей, и еще 12 тысяч охотников за удачей обосновались по соседству. Причем приезжали не только безработные, но и учителя, юристы, конторские служащие и прочие вполне устроенные в жизни люди. К маю 1980 года золотоносная земля была распродана, и 4000 счастливцев стали обладателями крошечных участков размером 2 на 3 метра. Добычу золота вели практически вручную, что было связано с удаленностью региона, добраться до которого можно было только пешком. Работать приходилось в адских условиях. На дне карьера землекопы наполняли мешки землей весом около 30 килограммов и вручную тащили их вверх по веревочным и деревянным лестницам на высоту 400 метров, чтобы уже наверху просеивать грунт. Люди проделывали этот путь по 50-60 раз в день, и в среднем за рытье и переноску каждого мешка рабочим платили 20 центов, а в случае обнаружения золота выдавали премию. В лучшие годы на котловане одновременно трудилось около 100 тысяч человек, и за работу в грязи золотоискателей в народе прозвали грязевыми свиньями. Рядом с шахтой выросли стихийные поселки, где копатели ночевали в убогих хижинах или просто под открытым небом в гамаках. В трущобах процветали пьяные драки, страшные болезни, проституция и убийства. Только по данным полиции в самообразовавшихся поселениях совершалось по 60-80 убийств в месяц, которые даже не расследовались. А тысячи продажных женщин предлагали себя старателям за крупицы золота. Вскоре, чтобы хоть как-то отрегулировать происходящее, охраной Сера-Пелада занялись бразильские военные. Они предпринимали попытки предотвратить эксплуатацию рабочих и регулировать конфликты между наемными старателями и владельцами участков. Несмотря на то, что глобальная ситуация не улучшилась, некоторые вещи встали на свои места. Так, до прихода военных владельцы шахт продавали товары первой необходимости по завышенным ценам, например, просили около 8 современных долларов за бутылку воды. Из-за наводнения 1986 года работа в Сера-Пелада была серьезно осложнена, и добыча золота постепенно прекращалась. В декабре 1987 года небольшая группа шахтеров пыталась добиться у местного правительства разрешения на восстановление работ и улучшение условий труда. Не получив положительного ответа, золотодобытчики попытались устроить протест. Стихийный митинг быстро разогнали военная полиция и бразильская армия с применением огнестрельного оружия. В результате кровавый инцидент остался в истории под названием «Резня святого Бонифация». Золотодобывающий рудник был официально закрыт в феврале 1992 года. Все золото, найденное старателями, правительство Бразилии в итоге согласилось купить за 75% от цены лондонской биржи металлов. По официальным подсчетам, за время добычи было обнаружено чуть менее 45 тонн золота, но эта цифра не отражает реальных данных, ведь более 90% металла были сбыты на черном рынке. В настоящее время гигантский карьер Сера-Пелада остается заполненным водой, образовав загрязненное озеро. Себастьян Салгаду, сделавший для нас эти снимки, говорил: «Эти муравьи, карабкающиеся по шаткой лестнице и таскающие на спинах тяжелые мешки, не угнетенные классы и не бесправные рабы. Они были только рабами собственной мечты о золоте». Спасибо за просмотр видео. Ставь лайк и подписывайся на канал. Впереди нас ждет много интересного.